Постоянная проблема политических убийств на протяжении истории. К тому времени, как Юлий Цезарь умер с фразой «И ты, Брут, на устах», политические убийства уже были обычным явлением. Но стали ли они реже в современности? Была ли попытка покушения на президента США Дональда Трампа исключением в современных демократиях? Короткий ответ – нет. Соединенные Штаты, конечно, имеют долгую историю убийств и покушений, включая Авраама Линкольна, Джона Кеннеди и его брата Роберта Кеннеди, Мартина Лютера Кинга-младшего и в более недавнее время Рональда Рейгана. Но убийства относительно распространены и за пределами США. И лишь в редких случаях они приводят к радикальным изменениям, которых желает убийца. Что считается убийством? Убийство – это преднамеренное лишение жизни известного, влиятельного человека, особенно политической фигуры. Это редко случайные нападения. Убийства представляют собой крайнюю форму протеста, основанную на предположении, что устранение одного человека изменит политический ландшафт. Однако не все политические убийства являются ассасинациями. Например, государства часто санкционируют внесудебные целенаправленные убийства, что, к сожалению, становится все более распространенным явлением. В России Владимира Путина государство организовало множество смертельных отравлений, расстрелов, авиакатастроф и выбрасываний из окон. Премьер-министр Канады Джастин Трюдо недавно обвинил Индию в заказе убийства сикхского сепаратиста в Канаде. Журналист Джамаль Хашогги был убит в посольстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Исполнение, которое, по данным американских спецслужб, одобрил саудовский наследный принц. США, со своей стороны, неоднократно использовали внесудебные целенаправленные убийства против известных целей, таких как организатор терактов 11 сентября Усама бен Ладен. Израиль также регулярно применяет смертоносное насилие против целей за пределами своих границ. Однако убийства часто рассматриваются как акты неофициального насилия, совершенные теми, кто находится вне государственных структур. Обычно совершаемые людьми, которые выступают против курса политических лидеров, убийства отвергают представление о том, что только государства имеют право использовать или санкционировать физическую силу. Это часто называют государственной монополией на насилие. Эволюция политических убийств. В эпоху расцвета могущественных монархий Европы до 20 века революционные группы использовали убийства, чтобы показать народу, что, несмотря на всю их власть, правители того времени тоже смертны. По словам одного историка, революционеры в конце 1800-х годов пытались убить почти каждого крупного европейского правителя и главу государства. Например, в акте, который некоторые анархисты называли пропагандой-действием, царь Александр II был убит русской революционной группой «Народная воля» в 1881 году. Их итальянские товарищи затем успешно убили императрицу Елизавету Австро-Венгерской империи в 1898 году. Другие убийцы того времени были ярыми националистами. Пожалуй, самым известным из них был серб Гаврила Принцип, чье убийство эрцгерцога Франца Фердинанда Габсбурга привело к Первой мировой войне. После войны фашистские и протофашистские военизированные формирования в Италии и Германии также использовали политические убийства как часть своего террора. Социалисты Роза Люксембург и Карл Липкнехт, например, были убиты правыми военизированными формированиями в Берлине в 1919 году. До того, как Италия полностью погрузилась в фашистскую диктатуру, известный социалист Джакомо Маттеотти был убит приспешниками Бенито Муссолини в Риме. Во время Второй мировой войны группы сопротивления также использовали убийства против нацистов. Убийство Райнхарда Гейдриха, главы СС, сыгравшего ключевую роль в реализации Холокоста, в Праге в мае 1942 года, до сих пор празднуется в Чехии. В последующие десятилетия после войны ультралевые революционные авангардные группы начали с энтузиазмом применять тактику политических убийств. Аналогичная группа в Италии, «Красные бригады», убила премьер-министра Альдо Моро в 1978 году. В США Сара Джейн Мур также стремилась спровоцировать революцию своей попыткой убить президента Джеральда Форда в 1975 году. Всего через 2 недели после того, как член семьи Мэнсона Линет Сквики Фром пыталась сделать то же самое. Убийство ради нации. В то время как эти революционеры прибегали к насилию для достижения своих целей, убийства ультранационалистов также продолжались без перерыва.
Всего через несколько месяцев после обретения Индией независимости от Британии лидер сопротивления Махатма Ганди был убит экстремистом Хиндутвы, который считал, что Ганди способствовал единству мусульман и индусов. За этим последовали другие громкие политические убийства в Индии. Премьер-министр Индира Ганди, убитая своими сикхскими телохранителями в 1984 году, после того, как она приказала провести военную операцию против сикхских сепаратистов, и ее сын Раджив Ганди, бывший премьер-министр, убитый во время предвыборной кампании в 1991 году террористкой-смертницей из тамильских тигров после ухудшения отношений между сепаратистским движением и индийским правительством. В 2007 году бывшая премьер-министр Пакистана Беназир Бхутто пережила одно покушение – взрыв, унесший 180 жизней, прежде чем была убита в другом. Причины ее убийства остаются неясными. Некоторые считают, что она стала мишенью исламистов, недовольных ее близостью к Западу. Другие полагают, что тогдашний президент Первез Мушарраф хотел избавиться от неудобного соперника. Позже Мушаррафу были предъявлены обвинения в ее убийстве. Он отрицает любую ответственность. В других местах ультранационализм стал мотивом для убийства премьер-министра Израиля Ицхака Рабина правым ультрасионистом в 1995 году. Рабин был убит, как ранее Анвар Садат в Египте, за попытку двигаться к мирному соглашению между Израилем и палестинцами. За влияние, которое его убийство оказало на современный Ближний Восток, некоторые назвали его самым успешным убийством в истории. К сожалению, убийства остаются слишком распространенными в Африке и сегодня. Один отчет оценивает, что только в 2019 и 2020 годах на континенте произошло 185 убийств, в основном политиков, лидеров гражданского общества и сообществ, а также журналистов. По оценкам, 80% убийств в Африке имеют политическую мотивацию. Латинская Америка также часто сотрясается убийствами. В последние годы кандидат в президенты, боровшийся с коррупцией, Фернандо Вильявисенсио, был убит в Эквадоре, предположительно фигурами, связанными с могущественными наркокартелями. А тогдашний кандидат в президенты Жаир Болсонару был зарезан во время митинга в Бразилии. Нападение, которое, как считается, помогло ему выиграть выборы 2018 года. Убийства на Западе. Убийства также продолжают оставаться обычным явлением в либеральных демократиях, несмотря на более стабильные правительства в целом. Причины этого различны, хотя в последние годы многие политики становились мишенями правых экстремистов. В Японии Синдзо Абэ был убит в 2022 году одиночкой, который затаил обиду на церковь, которую, по его мнению, поддерживал экс-премьер-министр. В Германии консервативный политик Вальтер Любке был убит в 2019 году правым экстремистом, яростно выступавшим против его промиграционной политики. Крайне правый экстремист также стоял за убийством британского депутата Джо Кокс в 2016 году. В этом году премьер-министр Словакии Роберт Фицо получил серьезные ранения от стрелка, связанного с правыми группировками. С другой стороны, крайне правый политик Пим Фортейн был убит в Нидерландах гражданином, возмущенным тем, как Фортейн обвинял голландских мусульман в политических целях. Конец убийствам? Пока недовольные люди вне политического процесса считают, что убийство известной личности может что-то изменить, убийства будут оставаться мрачной частью политического ландшафта. Внесудебные убийства, санкционированные государством, также, похоже, продолжатся. Но, как поняли анархисты, бросавшие бомбы в начале 20 века, убийство отдельной политической фигуры редко приводит к масштабным изменениям, которых желает этот акт. Невозможно убить систему, структуру, движение или идею. Реальные политические изменения требуют более сложных форм вовлечения, чем кратчайший путь пули-убийцы.